Всем доброе утро. Сегодня мы в Пирее, не знаю уже в какой раз в этом году. Если вы впервые в Афинах, конечно, я рекомендую увидеть Акрополь. Здесь от Пирея совсем недалеко, нужно просто сесть на метро, буквально 15 минут, и вы в центре Афин, в районе Акрополя, в Монастыраке и в Плаке. А мы же провели очень много времени в Афинах в этом году, поэтому мы просто хотим попасть на пляж и поваляться. Ну что, мы вышли на берег. Афинские кварталы, которые я очень не люблю. Идем через них. В Афинах красивые места. Это только Монастыраки, Плака и район Акрополя. Все. Все остальные Афины, они вот такие, как сейчас. Это граффити, грязно. Такой город. Тая отстает, в телефоне идет. Вот эта улочка, там в конце улицы еще виден наш лайнер круизный, куда мы должны будем вернуться к обеду. 15-20 минут из портового терминала круизного, и мы на вот таком вот пляжике. Идти совсем недалеко. Название пляжа я вам оставлю вот здесь. Это такой лайфхак для тех, кто не хочет ехать в Акрополь, не хочет ехать в Монастыраки или Плаку, кто уже много раз там был, а кто хочет просто полежать сегодня, отдохнуть и покупаться в море. Это мы. Детеныш уже здесь стелит себе что-то, мантулит. Вода хорошая, да, я потрогала, очень хорошая. Нет, ты привыкнешь. Идем мы с Алисой в водичку. Тая пока лежит у нас. У нее еще до сих пор шея болит. Сильно защемила. Пусть полежит, отдохнет, может попозже пойдет тоже с нами поплавает. В принципе, 2 часа мы можем здесь спокойно пробыть. Ух! Осеннее море. Не, хорошо на самом деле. Вот. Можно сегодня поплавать, да? Там вот где-то позади меня, сейчас покажу, там тоже портовая зона, там яхты, катера. А мы здесь так в стороне. И так, не знаю, как здесь летом. Да, купаться там нельзя. Не знаю, как здесь летом в этом месте. Может быть, многолюдно. Но сейчас вот в бархатный сезон, середина осени, очень классно. Людей мало. Позади нас домики, да, вот многоэтажки разные, улочки. И народу вообще немного. Ну и плюс сегодня будний день. Вот так. Пойдем посмотрим, как там у Таи дела. Я ее в море прошу зайти, чтобы ее шея немножко отпустила. Тихо, ты что? Мы с пирожком играем в игру. Она прячет камешки. В какой руке, да? В правой. Это левая. Ну ладно. Ну что, пока мы сейчас сидим на пляже, и мы не на лайнере, здесь тишина, расскажу вам немножко какие-то нюансы о круизе. Это будет видео больше для тех, кто первый раз отправляется в круиз, кто никогда в нем не был. И расскажу о каких-то вещах, о которых, например, мы не знали и о которых нужно знать. Начну, наверное, вот с первого, что пришло в голову, с портов. Наш лайнер заходит в разные порты. Бывает такое, что он швартуется прямо у причала, тогда народ просто выходит, спускается под трапу. Перед тем, как спуститься, у вас есть карточки круизные у каждого, и вы просто отбиваетесь, проходите такой своеобразный чек-ин, контроль, что вы вышли с этого лайнера. Вас отмечают, все через компьютер проводится. Вы погуляли, вернулись на лайнер, прошли опять же этот чек-ин. Проходите таможню, такую, как в аэропорту. Сумки ваши просвечивают, вас полностью, сканер, проходите эту рамку, ну, чтобы вы ничего запрещенного не пронесли. Но есть такие порты, где ваш лайнер не подходит близко к берегу, а он кидает якорь где-то там, допустим, в 100 метрах от берега, стоит на рейде. И тогда для того, чтобы вам попасть на берег, вас должны перевести на специальные лодки. Это называется Sea Bus. Морские автобусы. Так, например, вот на Миконосе происходит. Там лайнеры не заходят в порт. Чтобы сесть на эту лодку, вы должны подойти рано утром на ресепшн на вашем лайнере и взять специальные посадочные билеты на эту лодку под номерами. И в них будет указано время, в которое вас заберут с определенного места, посадят в эту лодочку и будут перевозить
на берег. Естественно, чем раньше вы придете, тем раннее время вы получите в билете, и тем быстрее вы попадете на берег, соответственно, больше погуляете по городу. Это надо знать. Но еще я вам такой лайфхак подскажу, что вы можете взять билет, допустим, у вас там указано время 10 утра. В 10 утра вас забирают с определенного места. Берете билет, просто выходите с лайнера вместе с теми пассажирами, которые садятся в лодку на 9 утра. Время никто не проверяет абсолютно. То есть вы можете сесть и оказаться на берегу раньше, не ждать своего времени. Вот так. Сначала расскажу про буфет. Тут круглосуточная еда, вы можете приходить в столовую, и каждый раз тут что-то есть. В обед это в основном фастфуд, но с 7:30 и до 10 работает завтрак, потом с 2 до 5 работает обед, и потом вечером открывается ужин. В любой момент вы можете приходить есть, там все абсолютно бесплатно, только если вы хотите взять в баре какие-то напитки, они будут платные. И все, что вы купите, зайдет на вашу круизную карту. Вы даете ее, ее сканируют и добавляют туда то, что вы купили. В обычном буфете вода, кофе, чай, какао бесплатные. А вот если вы хотите пойти в бар или в ресторан, то все напитки там полностью платные. И все, что вы купите, засчитают на вашу круизную карту. На вашей круизной карте написано ресторан, в который вы можете прийти поужинать или позавтракать. Также там написано время, в которое вы можете прийти. В нашем ресторане есть 2 смены. Первая это с 19:15 и до 8 где-то, и вторая открывается в 9:45. В этом ресторане, конечно же, есть дресс-код, нельзя в купальниках, в тапках, можно в такой более вечерней одежде. И также вы не можете там ходить и брать еду, которая вам понравится. Вы смотрите по меню, сканируете его телефонов и выбираете то, что вам нужно. Также там все напитки платные, и примерно каждый напиток стоит 3,5 евро. Я думаю, что на других лайнерах это примерно одинаковая цена. Алиса хочет добавить кое-что. Здесь у нас есть на кораблике детские комнаты, детская зона, бассейны, джакузи, где можно горячая вода, кафешки, коктейли, спраты, еще есть детские комнаты, можно поиграть. Да. Еще есть какие-то детские игровые. Ясно. Еще есть детская комната Лего, там очень много игрушек. И здесь можно собрать сыски. И у нас на корабле есть самое главное море. Самое главное море у нас на корабле. Все поняли. Спасибо, Алиса. У нас еда. Хочу рассказать про алкоголь. Ну, вы знаете, да, что любое спиртное на круизный лайнер проносить нельзя. У вас его на контроле, все ваши бутылки, которые вы несете с собой, просто заберут, запакуют во что-то, и вам их вернут, конечно, но вернут, когда вы уже будете покидать круизный лайнер в самом конце, в последний день круиза. Вот. Но есть такой лайфхак, наверное, его многие знают. Вы просто берете с собой кока-колу, спрайт, любые какие-то газированные напитки, мешаете с водкой или с коньяком, это все пополам, закрываете эти бутылки, кидаете в свои пакеты или сумки, и эти напитки у вас забирать не будут. Любые соки, любые небольшие бутылочки колы, воду, да, они проверяют это все на контроле, но забирать у вас это 100% не будут. Проверено лично. Даже Тая залезла в воду, потому что вода действительно очень теплая сегодня. Теплее, чем на Миконосе. Да, на Миконосе было прохладней. Видео, раз, два, три, ныряем так. Давай. Не надо нырять, Давай не надо нырять, она без жилета. Тая, все, не умничай. Раз, два, три, я ныряю тоже. Давай, раз, два, три. Ссылочку на видео об Акрополе я оставлю вот в этом углу. Мы отмечали день рождения Аси, нашей, ей было 18 лет, и в этот день мы были в Акрополе. Обязательно посмотрите это видео, кто еще его не видел. Так, что еще хочу добавить? Про сюрприз, который вас ждет в конце этого незабываемого отдыха. За день до вашего выхода с лайнера вам в каюту принесут сюрприз. Отойди, там глубоко. Сюрприз пришел. Вот, принесут письмо, короче. Открывайте вы это письмо, а там чаевые за обслуживание счет за неделю, который вы должны оплатить в обязательном порядке. На 3 человек, получается, на одного взрослого и 2 детей, конкретно на нашем лайнере 245 евро. Это капец. Сумма огромная. Я не рассчитывала, честно говоря, на эту сумму, потому что эта сумма была у меня отложена на обратную дорогу в Одессу на бензин. И я очень недовольна.
моя знакомая, которая тут отдыхает, у нее уже не первый круиз, и она говорит, что, конечно, на других лайнерах есть возможность отказаться или хотя бы такую большую сумму не оплачивать. На нашем лайнере возможности отказаться от этого нет. То есть ты обязан заплатить, иначе с лайнера ты не выйдешь. Хотя я слабо себе представляю, как можно не выйти, что будешь там круглогодично на нем путешествовать дальше по этим портам, циклично по кругу. Не знаю. Ну, в общем, вот такая вот маленькая неприятность, к которой вы должны быть готовы. Стой, я сейчас не могу тебя держать, Алиса! Наш детеныш построил баррикаду из шезлонгов. Главное не свалиться оттуда. А если ты сейчас бубух сделаешь? Потихоньку возвращаемся через шумные Афины на наш лайнер, потому что уже устали. На солнце тяжело долго. Алиса у меня помощник. Видите, как несет свое полотенце? Сейчас идем обедать. Фу, еще идти 2 километра. Нет, я стою в площадку. Мы уже вышли к нашему лайнеру. Да, вот он стоит. Блукали, без навигатора почти дошли. Еще на площадку, где заезд садик. Это круизный порт терминал А. И вот, кстати, тоже экскурсионный бас. Вот это тоже можно прямо с терминала на нем отправиться по Афинам. В каждом порту вот такие туристические базы стоят возле лайнера. И вы можете на месте оплатить этот вариант экскурсии по городу. Здесь танцевальный мастер-класс. А мы сразу есть. На пляже все проголодались. Через минут 10 наш лайнер будет покидать Афины. Порт Пирей. Все уже вышли на палубу. Running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me Хочу рассказать про каюты. 3 вида кают. Самая дешевая это без окна. Вообще чуть-чуть подороже это с окном, с иллюминатором. И совсем дорогая каюта с балконом. Мы выбрали самую недорогую по нашему бюджету каюту без окна, потому что мы в принципе приходим туда только ночевать. Но есть один минус. Ночью, утром, днем освещение темное, и ты не понимаешь вообще какое время суток. Ставлю будильник, и я его просто иногда не слышу, смотрю, везде темнота, смотрю в телефон, 4 часа ночи, думаю, можно еще поспать. То есть вы не различаете вообще время суток. Если для вас это несущественно, то в принципе самая недорогая каюта это такой бюджетный вариант. И еще вот хочу такой небольшой лайфхак, это уже чисто мое мнение путем личного опыта. Если вы все-таки выбрали такую самую недорогую каюту без иллюминатора, то я советую, когда вы смотрите на расположение кают, да, когда вы бронируете круиз, выбирать ее ближе к корме. Вот мы сейчас на корме, и здесь есть вот такая зона отдыха на каждой палубе. Шезлонги есть, и вы можете, если у вас здесь недалеко ваша каюта, выйти здесь просто посидеть на палубе, посмотреть на море и отдохнуть. Немножко такая вот замена окна. Если вы потеряли вещь и не можете ее найти, то с вероятностью 99% персонал забрал ее и отнес в комнату потерявших. Чтобы ее найти, вы приходите на ресепшн, спрашиваете про эту вещь и заполняете специальную бланку о том, что это ваша вещь, и вы не берете ее у кого-то другого, и вам ее возвращают. Мама так нашла Алисину шляпу, которую она потеряла. А мне нравится выходить сюда на корму и просто лежать в шезлонге и слушать шум волн. А мы идем на пенную вечеринку. It was a
Завтра рано утром наш лайнер причалит в красивый хорватский город Порт Сплит, и мы вам его покажем. Послезавтра еще один день мы проведем в море, а затем вернемся в Венецию, заберем машину и будем возвращаться домой в Одессу. Первый раз пришли на ужин, когда никого еще нет, кроме нас. Алису пришлось разбудить, она так спать хотела. Хочу ее супчиком накормить, да, чтобы ребенок был добрый. Ты же еще в игровую сегодня собиралась, да? И в детскую комнату. Хочу сказать, что такого спокойствия в буфете я за всю неделю не видела ни разу. Где народ? Половина столов пустые. Просто удивительно. Ужин Таи выглядит очень эстетично. Мороженое посреди картошки и чего-то там еще. Овощи, фрукты. Вид из окна. Покажи маме. Вы не объешьтесь, а? Тая, хватит, может, а? Много очень. А я не ела. А ты потихоньку, потому что мы только выздоровели, поняла? По вечерам в аквазоне зажигаются вот такие вот фонарики. Такое волшебство для деток. Алиса так хотела эту звездочку, скажи. Алиса выиграла, да? Молодец! Давай, молодец!